Пепел. Колодец. Смотри, какой глубокий колодец. Бездна всматривается в тебя. Что там? Не знаю. А давай бросим камень и узнаем. Этот разбор лишь мое субъективное мнение, основанное на личном восприятии и анализе. Я ни в коем случае не хочу оскорбить создателей, фанатов или кого-либо еще. Критика касается исключительно художественных аспектов произведения и происходящего, а не людей, которые его любят. Если ваше мнение отличается, это прекрасно. Искусство тем и ценно, что каждый видит в нем что-то свое. Как говорится, красота в глазах смотрящего. He's just such a visionary, he's just crushing it. It's a big swing, and I think everybody really crushed it and super proud of it. Это кино, как камень, брошенный в черный колодец. Этот кинообзор будет таким же хаотичным, как и структура фильма. Я буду манипулировать элементами сюжета, как это делает режиссер. Возможно, у меня не получится прыгать достаточно претенциозно с азартом постмодернизма, ведь я не гениальный художник, но я постараюсь. Всем привет! К сожалению, большое количество фильмов, которые штампуют стриминг-сервисы и крупные киностудии, очень подозрительного качества, которые ориентированы на капризного современного зрителя. Его нужно обязательно развлекать каждые 5 минут сюжета, иначе фильм не окупится или провалится в прокате. И самое печальное, в каждом фильме нужно внедрять или пропагандировать принципы инклюзивности, репрезентации и гендерной идентичности, Я стану папой. упаковывая всю эту синтетическую модель в цветастую розовую упаковку. Киноиндустрия становится более политизированным идеологическим инструментом, избавляясь от творчества, как от устаревшего рудимента. По этим причинам новые киноленты ускользают от моего внимания уже после 20-30 минуты просмотра. Я не могу сказать, что фильм, о котором я буду говорить, обладает большой художественной ценностью. Скорее, это кино, которое я смог досмотреть из-за предрасположенности к фантастическому жанру. Упомяну еще один фантастический фильм «Долгий путь». Его можно посмотреть разок, тем более декорации и графика там намного качественнее сегодняшнего гостя. Но сюжет простоват, и говорить о долгом пути нет смысла. Весь фильм герой бегает на длинной дистанции по холмам и пещерам, убегая от трехногого паука. Впрочем, вы и сами можете оценить это непритязательное фантастическое приключение на вечерок. А вот фантастическая хоррор-повесть «Пепел» уже кажется более интересным представителем современного киновизуала и содержит некий намек на психоделизм, психологизм и авторство. Фильм построен как пазл одиночества, травмы и экзистенциального кризиса, которым историю придется собирать из осколков памяти. Это научно-фантастический хоррор вдохновлен «Чужим» Ридли Скотта. Если у сэра Ридли «Чужой» — это идеальный хищник-ксеноморф, то на сей раз главный антагонист — это инопланетное существо с высоким IQ, цели и задачи которого не очевидны и непостижимы, но он очень хочет паразитировать в теле симпатичной главной героини и адаптировать ее гены. А сильная и независимая героиня не согласна с такой постановкой вопроса и всячески пытается выковырять из своего мозга этого червяка-газлайтера-нарцисса. Возможно, мой контекст, сгенерированный префронтальной корой, вы не поймете или не примете, и, возможно, реакция вашего мозга уже мотивировала вас нажать на дизлайк, но именно так я вижу эту картину. В целом, я просто не могу не пошутить, хотя и считаю фильм местами сильным, местами вторичным, а местами оригинальным. Сильные стороны фильма – это неплохая актерская игра, оригинальная и креативная операторская работа, эффектные шокирующие сцены и хороший монтаж, который может погрузить зрителя в психоделическую атмосферу хоррора.
Сине-фиолетовая палитра и приглушенный свет не только скрывают скромные декорации и спецэффекты, но и нагнетают нервное напряжение. Визуальная стилистика фильма – это выразительная особенность картины, которая придает шарм цифрового фетиша, отсылая к пленочной ВХС эпохе. Эти темные кислотные тона и непроглядная темень – это ностальгический прием и густой нарратив для усиления спектра психологического давления, для подсознательной ассоциации угрозы, в котором зритель сам дорисовывает тревожные образы. И, по всей видимости, весь этот искаженный неоново-кислотный мир – это опыт экспериментов с сильно действующими веществами, ведь героиня явно испытывает постинтоксикационное состояние в самом начале, образно показывая выжженный внутренний мир с парящим пеплом после контакта с инопланетным организмом. Этот инопланетный паразит встречает зеркальным отражением, приветствуя зрителя. А пепел, наверное, это сгоревшая личность в процессе распада. Жаль, что эта аллюзия будет использоваться как редкий художественный прием, не влияя на смыслы или философского рассуждения о человеческой природе. Поначалу такая отталкивающая визуальная форма режет глаз, и временами к ней даже можно привыкнуть, но избавиться от синтетического чувства будет сложно. Такой психологический прием очень сильный, но в то же время отталкивающий. Элементы хоррора в этом фильме одновременно и хороши, и в то же время отдают китчем и посредственностью. Почти все происходящее, начиная со второй половины картины, предсказуемо. Если в самом начале наш мозг еще пытается разобраться, а что происходит, то дальнейшее действие уже понятно. Мотивы не ясны, но финал уже предсказуем, и я уже предугадываю развязку с финальной дракой новой неоновой Рипли со стильной прической и черной тушью, ведь перед каждой сценой она старательно причесывается и красит брови. Под мотивом я подразумеваю не гипотетическую цель экспедиции, в которой герои ищут новую планету для человеческой колонии, а мотив главного конфликта, мотив инопланетного антагониста в образе абстрактного паразита. Мой сарказм набирает обороты, и выброс нейромедиаторов уже активирует химическую реакцию для насмешливой формулировки, а ведь фильм на самом деле неплохой. Картина не глупа, в ней есть и интрига, и загадочный сюжет, и психологическое напряжение, и эффектные сцены борьбы. Сцены избиения действительно эффектны, и не зря каст дополнен Ика Ювайса, чемпиона Индонезии по пенчак-силату. Актер полюбился нашему зрителю после его главной роли в «Рейде». Постановка рукопашных схваток, которых, к сожалению, не так много, реалистичная, никаких лишних движений и наполнена шокирующими кровавыми кадрами. А креативная операторская работа от первого лица может заставить поежиться в кресле от такого мясного садизма. Самый большой недостаток картины – это его сценарий. Такие киноскрипты я называю 10-страничниками. Это такой дизайн-документ, который может вместить всю структуру фильма и все действие. Или, если выразиться более предвзято, в фильме отсутствует сценарий как таковой. Это, конечно, более грубо, но именно такое впечатление производит эта киноистория. Чтобы попытаться понять это кино, нужно немного рассказать о режиссере. В титрах фильма он указан как Flying Lotus. Псевдоним Flying Lotus – это отсылка к осознанным снам. Имя, данное при рождении, Стивен Эллисон. Рос он в семье потомственных музыкантов, племянник джазовой легенды Элис Колтрейн и правнук композитора Джона Колтрейна. Его музыкальное направление – экспериментальный электронный хип-хоп, джаз и IDM. Он получал премию Грэмми, также является автором саундтрека к игре Grand Theft Auto V. Его первая режиссерская работа – это комедийный, сюрреалистичный хоррор «Кьюза» 2017 года. Его кино продюсировал не кто-нибудь, а сам Дэвид Линч, мною любимый и почитаемый режиссер. К сожалению, мы так и не увидим 4-й сезон таинственного Твин Пикса. Твин Пикс – это один из знаковых сериалов времени. А Дэвида Линча я считаю мастером психологического сюрреализма.
then I'll say drop out, and you'll do one of your famous drops. Dude, I don't need to. We don't need the green screen or FX. That's good. Now, make your whole front of your face a foot longer. Go out toward this thing. I need to rehearse with him. В общем, режиссер Стивен Эллисон – это действительно талантливый художник-экспериментатор, пытающийся расширить границы искусства, а для некоторых он является самым настоящим альтернативным гением. И я не пытаюсь иронизировать, он действительно является творцом и многого добился в своей карьере. Эта кинокартина может заинтересовать или увлечь стремлением к визуальной поэзии и фантастически густой темной атмосферой. Эта поэтичность формируется медитативным кислотным визуалом в психоделическом обрамлении. После такого психоделического вступления сюжет будет раскрываться флешбэками, хождением по сумрачным отсекам и диалогом с Аароном Полом. К сожалению, эти диалоги несут мало смысла и готовят к постоянным прыжкам в прошлое. Это своеобразный сюжетный мост. А Аарон Пол – это сюжетная функция для активации памяти, страха и потери контроля, от которого режиссер избавится одним кадром. А ведь из его линии можно было сделать по-настоящему тревожный и напряженный поворот. Тем более, что актер умеет играть и хорошо вписывается в сюжетную линию, но его присутствие мало наполнено содержанием. Его персонаж циклично приходит и уходит, а героиня циклично шарахается по темным углам и темным глубинам своего сознания. Содержание – это слабая сторона всей киноповести. Тревожная рассказчица будет блуждать в фиолетовой темноте, вздрагивая от наваждений и шорохов, вспоминая кровавую завязку. Режиссер обладает самоиронией, и в первом флешбеке главная героиня произносит: «Не ложанем хотя бы раз». Эту реплику героине хочется выгравировать на надгробие сценария. Flying Lotus словно предупреждает: да, это будет странно, но вы же за этим сюда пришли. И да, мы пришли именно за этим, но даже в экспериментах нужна хотя бы крупица дисциплины, как в тех же бабах из Твин Пикса, которые были абсурдны, но не случайны. И вообще, эта экспозиционная сцена передает чувство растерянности автора. Дело в том, что эта сцена скупо информирует о человеческом постапокалипсисе и поиском новых планет и скучными диалогами. Я считаю это упущенной возможностью, ведь здесь можно было наделить персонажей характерами. Все актеры беззаботно сидят за столом в научном комплексе на малоизвестной планете, все у них есть, еда и алкоголь. А как же атмосфера постапокалипсиса? В этой сцене уже можно было озвучить глобальные проблемы человечества, с чем им пришлось столкнуться, как космические поиски нового дома для человечества повлияли на них, какие преграды им пришлось преодолеть. Но нет, ничего подобного. Это просто точка отсчета для развития, то есть просто малоинформативный эпизод с упущенными возможностями и пустыми короткими репликами, в котором режиссер приносит те самые бобы на подносе. Эти бобы – это отсылка к консервированной кукурузе из сериала Twin Peaks. У Дэвида Линча бобы символизировали боль и страдания, пищу для демонических существ, а Стивен Эллисон с помощью этих бобов сравнивает героев с демонами, которые вторглись в чужой мир. Но вот способности у наших героев, к сожалению, не сверхъестественные, гибнут они скоротечно. Дэвид Линч наделил консервированную кукурузу смыслом, что даже обычные консервы могут быть страшнее кровавых сцен, а Flying Lotus использует тот же прием, но его бобы пусты. После этой сцены героиня находит презерватив. Лечебный пластырь. Это очередная наркотическая метафора, которую режиссер использует как смысловой костыль. Этот пластырь с психоактивными свойствами – еще одна наркотическая отсылка. Видимо, без психотропных препаратов сюжет не имеет права на экспериментаторство.
После этой дозы препарата мы разглядываем густо нарисованные брови на дрожащем апельсиновом лице и царапины над этой элегантной дугой. Извините, друзья, не могу не пошутить, ведь это главный элемент сюжета. Это источник главных поворотов и прием подачи истории, из которого вытечет главная развязка. Порой мне кажется, что в этом кислотном сне брови важнее диалогов, далее еще нелепей. Не подумайте, я не стремлюсь пересказать сюжет. Просто то, что придумал сценарист, это насмешка над зрителем. В дверь ломится Аарон Пол, и героиня не придумывает ничего лучше, как открыть ему дверь, потом спрятаться и неожиданно напасть. Не знаю, как вам, но мне смешно. Подумайте сами. Зачем нападать, если можно подойти к шлюзу, посмотреть, кто этот незнакомец, задать ему вопросы? Если этот незнакомец покажется агрессивным или опасным, то можно просто не открывать ему дверь. Пусть ходит себе возле станции, пока ему не надоест, зато ты в безопасности. Захотел — впустил, захотел — не впустил. Но режиссер думает по-другому. По его мнению, нужно обязательно задействовать хрупкое женское тело, а то, видишь ли, болтается в потемках без дела. Как сказал один из персонажей, мы здесь ради нового начала, а не ради воспоминания о прошлом. Мы, наконец-то, на месте. Извините, эту выжженную сознанием гениального художника планету с пеплом и вулканами персонаж называет новым началом. На планете нет ничего живого, нет воздуха, нет еды, а сценарист утверждает, что это новое начало. Мне кажется, понятно, что отсюда нужно валить, пока тебя не засыпало пеплом или не сдуло песчаной бурей. Но дело в том, что безжизненную планету проще рисовать и фантазировать особо не нужно. Больше пепла, больше бурь и все густой темноте. Самое то для густой кислотной атмосферы. Но внимательный зритель может возразить: но как же, на планете есть инопланетные генераторы атмосферы. Да тем более, на неизученной безжизненной планете инопланетяне создают атмосферу для себя. А значит, она может быть губительна для человека. А что еще хуже, эти зеленые человечки, или как в этом фильме кальмарчики, могут оказаться очень недружелюбными. И это еще один мотив скорее сваливать с этой пеплом засыпанной могилы. Но нет. Не обремененный интеллектом, но перегруженный талантом, режиссер бросает камень в непонятный инопланетный колодец. Он словно маленький мальчик проказничает и шалит, чтобы получить ремня от взрослых родителей. Мальчик, бросающий камень. Да, бросайте камень в любой непонятной ситуации. Вот это поворот. Вот она, драматургическая экспериментальность, расширяющая границы искусства сценариста с когнитивным дефицитом. По сути, режиссер бросает в зрителя обрывки идей, но не дает инструментов для их сборки. В научной фантастике необходимо соблюдать логику и простейшую научную достоверность, а режиссер, бросающий камень, превращает произведение в псевдонаучный сюрреализм, в псевдонаучную абстракцию, потому что персонаж ведет себя как инфантильный турист. По сюжету фильма это 7-я попытка человечества найти пригодную планету для жизни, и экипаж собран из лучших ученых и специалистов. А персонаж бросает камень в технологичную инопланетную шахту. Разве так себя ведут ученые? Разве так ведет себя подготовленная команда, на которых возложена важная миссия? Конечно, ученые так себя не ведут. Любой подготовленный космонавт или ученый несколько раз подумает прежде, чем что-то сделать при виде сверхтехнологичных сооружений. Этой глубокой дыре очень не понравились бесцеремонные шалости, и она выплевывает биологическую блевотину, которая вылетает с дна шахты со скоростью ракеты и точностью снайпера, чтобы объяснить происходящее, бездарно копируя легендарное кино 40-летней давности. Эта блевотина летит прямо в шлем режиссера-актера. Видимо, ему мало контроля над постановкой, и ему так проще режиссировать, чтобы не тратить время на лицедейство. Эта сцена копирует заражение фейсхаггером из «Чужого» Ридли Скотта, только выглядит нелепей. После этого плевка раскрывается скрытый замысел.
И Аарон Пол уже не кажется положительной сценарной функцией, но и Эша из «Чужих» из него тоже сценарно не получается. Но нужно признать, была такая возможность. И вот ведь интересное совпадение. Оригинальное название фильма совпадает с именем персонажа из фильма «Чужой» — Эш. Видимо, создатель рискнул переосмыслить знаменитый хоррор со своим авторским экспериментальным приквелом. Далее пересказывать сюжет мне кажется нецелесообразным. Биологический паразит является ничем иным, как искусственной формой жизни, цели и задачи которого сбор информации и защита инопланетной колонии. Этот паразит-биоробот счел экипаж опасным из-за режиссера, бросающего камешки, и всех убил. Аарон Пол хотел поместить героиню в анабиоз для дальнейшего изучения внеземной формы жизни, но все пошло, как всегда, не по плану. Финал картины можно охарактеризовать одним словом – трэш. Силиконовый слоник будет гоняться за героиней, нежно обнимая ее своими щупальцами. Этот силиконовый слоник как философ, а его щупальца обнимают наши ожидания и душат их в зародыши. А режиссер с камнем так и не понял, что зритель — это не колодец. Мне интересны оригинальные эксперименты музыкантов в кино. Но неужели ради этого я потратил 1,5 часа своего времени? И за этой абсурдной кульминацией кроется очень явная проблема. Режиссер так и не решил, снимет ли он артхаус или би-муви. Возможно, он придерживался сценария, но импровизировал, меняя скрипт, но четкого понимания у него не было. Да, действительно, творческий процесс бывает мучителен, особенно если ты пересказываешь чужие мысли. На мой субъективный взгляд, философского артхауса не получилось. Хотя героиня и борется с внутренним демоном. Высказывание, что человечество — это всего лишь крупица мироздания, не читается. Зритель так и остается с камнем в руках. Этот кинообзор — такой же хаотичный коллаж, как и Эш. Если этот фильм — это пепел идей, то мои слова — это спичка, которые так и не разгорелись в костре анализа. Возможно, это просто еще один камень, брошенный в темную воду, разгоняющий волны псевдофилософии. Пепел — это сон, в котором вы понимаете, что спите, но не можете проснуться. Правда, сам режиссер, кажется, так и не проснулся, хотя так даже интересней. Несмотря на явные недостатки, конечно, по моему субъективному мнению, эта картина не безинтересная. В чем-то уникальная, в чем-то даже новаторская и где-то местами экспериментальная. И если сравнивать с фильмом «Живое», который снят качественней, с более известными актерами, но который я не досмотрел, то этот сомнамбулический сон во сне «Пепел» все-таки интересней и оригинальней. 5 звезд за творческие усилия и экспериментаторство.